Камский автомобильный завод КАМАЗ знаменит не только своими автомобилями, но и пожарами. На заводе двигателей с 1978 года по 1993 произошло 57 пожаров, а в течение последних десятилетий 32 раза возникали аварийные ситуации. Самый значительный пожар произошел в апреле 1993 года. Завод двигателей КАМАЗ, на котором работало 19 тысяч человек, производил сборку и испытания двигателей и коробок передач автомобилей КАМАЗ. В сутки выпускал около 600 двигателей. Основное оборудование, установленное в цехах завода, это металлообрабатывающие станки, автоматические линии, сборочные конвейеры, стенды для испытаний двигателей и коробок передач. 14 апреля 1993 года в 18 часов 41 минуту в кабельном канале в результате короткого замыкания в силовом кабеле произошел пожар. В результате горения кабелей на вертикальной эстакаде в 19 часов 3 минуты пожар распространился на кровлю корпуса. Порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня по всей поверхности кровли основного корпуса, в том числе через места расположения световых фонарей. Вследствие попадания расплавленных битума и пенополистирола с кровли на оборудование возникло горение внутри корпуса завода. Пожар явился следствием непродуманных действий органов управления различных уровней, а также стремления руководителей достичь сиюминутной выгоды посредством экономии на мерах пожарной безопасности. В результате ограждающие конструкции завода содержат утеплители из пенополистирола. Администрация завода двигателей знали о пожарной опасности пенополистирола, однако надлежащих мер по поддержанию необходимого уровня противопожарной защиты корпуса завода не принимали. Скрытое горение пенополистирольного утеплителя в гофрах профнастила охватило новые площади. Огонь вырывался через световые фонари. Горящие полистирол и битум стекали с покрытия по конструкциям, технологическим проемам и лоткам в тоннеле стружкоуборки, где располагались масляные установки, в результате чего возникали новые очаги пожара. Тушение горящего масла продолжалось 5 дней. Самоотверженными действиями личного состава пожарных подразделений при участии специалистов объекта этот сложный пожар был ликвидирован полностью 21 апреля. Обрушившаяся крыша, площадь которой была более 200 метров квадратных, превратила здание завода двигателей в груду искаженного металла. Даже придавленный кровлей пожар не прекратился. Еще долгое время продолжали вспыхивать технические жидкости, оставшиеся в подземках канала. Человеческих жертв чудом удалось избежать. В момент возгорания вторую смену завода, это около 4000 человек, удалось благополучно эвакуировать из главного корпуса. Ущерб был огромен. В денежном эквиваленте, по примерным оценкам, он составил более 350 миллионов рублей. Последствия разрушительного пожара были катастрофическими. Производственная цепочка КАМАЗа потеряла одно из главных звеньев – сборочных двигателей. Для комплектации грузовиков оставалось всего на 2 дня. Остановка завода грозила потерей рабочих мест более чем для сотни тысяч сотрудников. Лишились бы заработка и более полумиллиона рабочих, трудящихся на предприятиях-поставщиках. 7 лет завод КАМАЗ, не остановивший производство, продавал грузовики ниже их себестоимости. Жители набережных Челнов, для большинства которых КАМАЗ был источником основного дохода, жили в условиях жесточайшего кризиса. Нерегулярные выплаты заработной платы, выдача талонов вместо денег, по которым мало что можно было приобрести, постоянная угроза быть уволенным из-за сокращения штатной численности, проблемы, постоянно преследующие обычного работника КАМАЗа в то и без того нелегкое для страны время. Разрушительный пожар на заводе КАМАЗ-Дизель стал тяжелейшим испытанием не только для предприятия, но и для жителей целого города. Друзья, поддержите наш новый проект, подписавшись на канал и поставив лайк.